Друзья, привет! Я прям хочу так начать горячее. Арина Соболенко, потому что тебе жарко, да? Очень жарко. Как тебе здесь условия? Вот с кем я не поговорю, игроки слишком быстро, мячи не те, все как-то не так. Как Арине Соболенко? Не, ну, на самом деле, я была немножко шокирована кортами, они прям реально как-то очень быстро. Мне казалось, в прошлом году я приехала сюда, мне казалось, боже, как здесь все медленно, высоко, а в этот раз что-то прям очень сильно проскальзывает, да, так немножко надо, конечно, как это, подстроиться. Адаптироваться, да? Да. Но матч ты провела на одном дыхании. Можешь вот описать то чувство, когда ты выходишь на корт? Понятно, что там вы как сейные игроки там первый круг пропускаете и так далее, но по твоим ощущениям, насколько тебе сложно вообще вкатываться? Ну, тут зависит как бы от обстоятельств, наверное, но я скажу, что всегда первые матчи на турнире они такие, как бы не самые простые, потому что надо вкатиться, надо немножко понять вообще, как обстоят дела здесь на корте, как ощущения, как игра, и, ну, как бы всегда первые матчи непростые. Главный вопрос, на самом деле, теннис — это все прекрасно, но мы... Это было прекрасно, потому что мы ходили сейчас по вот фан-зоне, и Арина везде. Да, с любимой текилой. Ой, блин, спалилась. Вообще я не пью. Не, я не пью. Мы на ЗОЖе полном, но это прям красиво было. Ну, просто если праздновать, то я предпочитаю текилы. Как-то все остальное меня прям... не знаю, распирает, а вот от текила, ну, распирает, я в смысле имею в виду, на следующий день просыпаешься и такая вся такая текшая, такая никакая. Текила как-то так она, если хорошая особенно, она так вообще незаметно проходит. Попробовала? Ты попробовала мой коктейль? Вот я хотела спросить, еще, видишь, мы работаем все время. Да ладно, там один-два, ну вообще не почувствуешь, там столько текилы. А ты пробовала ее, да, сама, получается? Вот нет? Нет, я так, чисто... Да нет, ну да, конечно, очень вкусно. Вкусная, да? А твой любимый коктейль, получается, какой? Так, надо сейчас вообще не спалиться, но, ну, наверное, маргарита, да. Маргарита. Как бы, да, но вот маргарина, она прям вообще the best. Если такие рекомендационы, это... Вообще, надо попробовать. Там это текилы вот столько, там, знаешь, больше просто так... Для настроения. Арина, последний вопрос. Опять-таки, вот я как не поговорю там с ребятами, там вот с нашими, там с Даней, с Кареном, с Андреем, они какие-то прям очень в этом отрезке сезона уставшие. Вот прям ощущение, что этот сезон, этот теннис прям вот обузой такой лежит, но прям тяжело морально. Ты как оцениваешь вот этот период, когда последний шлем, по сути, остается, еще вот такой последний рывок? Последний рывок. Блин, ну тут такое дело, мне кажется, нужно как-то пытаться разделять и находить дни для такого релаксона, чтобы вот не было таких вот эмоциональных выгораний. Ну и у меня немножко другая ситуация, мне пришлось пропустить Уимблдон, поэтому у меня был такой месяц без тенниса, и поэтому я, наоборот, сейчас, так сказать, голодна до игр, до побед, да, я соскучилась, поэтому у меня немножко другая ситуация, но я понимаю их состояние, тем более они, в принципе, особенно Даня, например, он все время далеко доходит, все время много матчей, много борьбы, и тут, наверное, дело вот именно уметь балансировать вот эту тяжелую работу с небольшим таким прям отходом от тенниса, чтобы вот, да, оставались силы, потому что, да, если хочешь играть на высоком уровне, то, конечно, нужно уметь эмоционально вот себя балансировать. Немножко, чтобы текила было. Текила, вообще, да, слушай, как бы... Все решается легко. Все понятно вообще, о чем мы тут вообще думаем, национальные качели, надо просто текилу петь. Мы сейчас с Ташей этим Но займемся. это все так, как бы 18+, это все неправда. Арина, спасибо тебе большое. Спасибо.